Если я говорю хорошо по-русски, не значит, что я русский. Если хорошо, я говорю хорошо по-русски, это не значит, что я русский. Совершенно не значит. Я могу сейчас сказать, да, конечно. Нет? А Донецк, Луганск, это ваша была страна, нет? Конечно, наша, которую вы пришли и начали уничтожать. А что мы плохого сделали, давайте так? Что хорошего? Я говорю, людей убивали в разных странах. Так они реально верят в то, что они в Украине защищают свою родину. Я им задаю вопрос. А в 2008 году что ваши танки делали в Грузии? Грузия что, ваша родина? Или с каких пор Грузия стала родина русских? И точно так же в Приднестровье, в Молдове, точно так же в Карабахе. Чуть что Грузия напала на Грузию, чуть что Молдова напала на Молдову, Украина напала на Украину. Понимаешь, в голове не укладывается. Невозможно, ничего объяснить невозможно. Я им объясняю, что это не освободительно, вы никого не освобождаете. Ваша война, это называется захватческая. Нет, мы защищаем свою родину. Понимаешь, это ужас просто. Ну, был бы один, ладно. Так поголовно все так рассуждают. И военные, и простые гражданские. Это просто ужас. Невозможно, объяснить ничего невозможно. Вадим, здравствуйте. Игорь Вадимович. Игорь Вадимович. Прощай. Салам алейкум. А вы кто? Вас как зовут? Антон. А вас? И Дмитрий. Дмитрий. Антон Дмитрий. Какие вопросы вас здесь, Антон и Дмитрий, интересуют? Да, собственно, к вам вообще никаких. Ну, если вы меня знаете, наверное, знаете, что я блогер, и, может быть, какие-то вопросы есть? Да к вам нет. Ну, мы знаем, что вы, фашист, нацист, там, туда-сюда. Видите, какой вы даже интересный, наверное, собеседник. Обоснуйте, почему Товарищ я полковник, почему я быть. нацист или фашист? А может и вместе нацист и фашист. Куда твой делся собеседник? Удрал? Ну, пошел, может быть, пописать. Пошел пописать, наверное, да? Ну, наверное, да. Так все-таки обоснуйте, почему... Я с вами тоже не горю желанием разговаривать. Воспринимайте, как хотите. Ну, наверное, ну что ж, я только так и воспринимаю. Испугался. Тогда ладно, давай вежливо скажу. Испугался? Показать свою дурость? Я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, испугался показать свою дурость? Вот ты заявил, что я нацист, или фашист, или нацист, или все вместе. Обоснуй. Почему ты так Я считаешь? выдал предположение. Ты предположение вы почему-то загорелись. Да? Вы почему-то загорелись. Конечно, мне даже интересно, Почему вы так считаете. Я, например, антифашист. Я против русского фашизма. Я против русских фашистов. И канал у меня направленный против русского фашизма. И против русского нацизма. А вы советский человек. Бывший советский человек, советских людей уже не существует. В смысле бывший? Бывший, СССР не существует. Вы родились где? В СССР. Имел такое несчастье. Вы мой земляк. И имел такое несчастье. Скажи, пожалуйста, вот смотри, я сегодня нашел фотографию. Как ты думаешь, солдаты чьей армии расстреливают этих женщин? И где это? Вот смотри, эта женщина аж беременна, видишь, держит руку так на животе. Как ты думаешь, вот по форме, посмотри, форма чьей армии? Картина написана или что? Нет, это просто фотография небольшая. Это что-то распечатанное на принтере? На принтере, конечно, я же в интернете взял это. Так все-таки скажи, пожалуйста, чья это армия? По форме. Не знаю. Советская. Но это Израиль, уничтожая сирийцев. Нет, советская армия. Я не могу найти признаков. Форма? Что тут признаки? Мой опыт не позволяет мне определить регалии. Форма. Форма войск НКВД Советского Союза. Я вообще ничего не знаю. Не знаете, да? Нет, конечно. Тебе много лет? 14. Ну, врешь, наверное. Ты знаешь, как определить русского? Вру. Ты знаешь, как 22. определить русского? Рот раскроет и врет.
Ну, собственно, это как вы. Здравствуйте. Русского так можно Ну, рот определить. раскроет и врет. Ну, Да. вы русский. Я-то говорю правду, а ты врешь. Ну, Ты же на вашему такой признаку. простой вопрос, сколько тебе даже лет, и то соврал. Ну, Простейший так и вы вопрос. тоже. Я никогда не скрываю даже, сколько мне лет. Я же не женщина. Мне по барабану. Так я вас не про лето спрашивал. А что я соврал? Ну-ка расскажите мне. Я ничто не спрашивал, а вы ответили. Да. Ну ладно, ко мне тогда есть вопросы? Бупе нет. Ну все, тогда давай. О чем с тобой тогда разговаривать? Здравствуйте. Привет. Добрый вечер. А вы откуда? Мы из небольшого города Российской Федерации. Какого? Кузбасс. Нет такого города в Российской Федерации. Ну как? Есть. Нету. Ну, есть Кузнецкий бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн существует, а города Кузбасс не существует. Как-то так. Вы знаете, как определить, что перед тобой русский? Рот раскроет и врет. Ничего себе, мне очень неприятно это. Ну, ты меня, зачем вы начали врать? Прямо сходу. Вот у вас вот прям очень хороший русский, наверное, вы русский сам человек. Никогда я русским не был, и мои родители не русские, дедушка, бабушка не русские. Я историю своей семьи. В русском языке. Ваш русский намного лучше моего. Если я говорю хорошо по-русски, не значит, что я русский. Если я говорю хорошо по-русски, это не значит, что я русский. Совершенно не значит. Язык не определяет. Язык не определяет национальность. Национальность, да, но именно самосознание, самоопределение нации, да, определяет. Да, нет. Я хорошо говорю по-русски, я не русский, сразу заявляю. А кем вы себя определяете? Украинцем. Украинцем? Да. Ну, тогда по-украински не говорите. Смотри, я говорю, если я хорошо знаю русский, что не значит, что я русский, и я говорю на том языке, на каком хочу. Понимаешь? Вот я хочу говорить на этом языке, я говорю. Если я хочу говорить на английском, буду говорить на английском, на французском, на французском. И это не знаю, если я буду с тобой говорить на французском, это не значит, что я француз. А на украинском вы можете говорить? А як же? Так. Ну, давайте тогда перейдем на ваш национальный язык. А ви добре спілкуєтесь українською мовою? Не совсем. Я больше, наверное, на польской. Ви знаєте Хотя польську? там особой разницы я не вижу. Ви розумієте польську мову? Ну, да. Джанкуй барзо. Вполне. Вполне, да. Ну, смотрите. Многие, я блогер, и многие польским языком не владеют. Поэтому мне удобнее общаться и записывать ролик на российском языке, который придумали в 17 веке, как эсперанто. Ну, это вы сейчас что-то одно на другое надвигаете. Ничего подобного. Как вы думаете, калмыки, татары, эрзя, мордва разговаривали на русском? Я уважаю... Ответьте на вопрос. Как вы считаете, мордва, эрзя, мокша, татары на каком языке говорили? На русском? Нет. У них свои языки. Никакого отношения к русскому не имели. И уже цари, начиная с Елизаветы, начали задуматься, чтобы придумать один язык, который объединит всю империю. Вот и поставили задачу, например, сначала хорвату одному создать российский язык, а потом поручили Михаилу Ломоносову создать российскую грамматику. И все. Интересная версия. А что тут интересная версия? Как вы думаете, в каком году была создана российская грамматика? Думаю, около 5000 года до нашей эры. Какого? 5000.
Вы ошибаетесь. 1755 год, 18 век. Михаил Ломоносов. Говорю, что вы ошибаетесь. И данная дата вами, в принципе, придумана, и она отличается от действительной... 1755 год. А как вы думаете, куда отправили... Как вы думаете, куда отправили Михаила Ломоносова? Кирилла и Мефодия, то они уже вошли к тому, что у нас была уже письменность. К тому времени. Когда была. А на каком языке общались? Вот Иван IV. На каком языке разговаривал Иван IV? Ведь существует много писем, которых он лично написал. На каком языке он писал письма? И на каком языке он общался? И переключается. Вы на диктора какого-то похожи. Вы не диктор? Да нет, пока нет. Пока нет. Ну, блогер? Да, я думаю, что нет. Так поговорить. Поговорить, да. Ну, давайте поговорим. А какой тема вас интересует? Ну, во-первых, здравствуйте. Добрый вечер. Интернет слагал, и я больше вас не слышал. Поговорить с людьми? Еще раз? Интернет слагал, вы замерли, и я вас больше не слышал. А сейчас слышно? Сейчас слышно, да. Ну так-то мне интересно поговорить с людьми, и с людьми профессионалами, которые что-то умеют, и в профессии, в которой они что-то умеют, вот мне бы интересно его послушать. Какие тонкости профессии. Вот вы кто по профессии? Военный. Военный, то есть, ну, а какие роды войск, если не секрет? Расквартирование войск, строительные войска. Военный профессиональный, то есть сейчас, наверное, на пенсии, да, надо полагать? Да. Понятно. Ну, и есть какой-то там интерес с точки зрения вот рассказать? Вы на пенсии или еще нет? Нет, я работаю. Вы еще работаете. Да какие вопросы вам интересны? Ну, если вы в военной сфере, профессиональный военный, ну, хорошо, строительные войска? Не обязательно строительные войска. Это же абсолютно не есть обязательно. Нет, ну, если у вас специальность такая была когда-то, да, и да, по этим... строительная, да. Строительная. Ну, то есть вы по этой специальности занимались достаточно долго, да, и в пенсии вышли с этой должности? В начале службы. Я был в строительном управлении Туркестанского военного округа, а потом перешел в квартирно-эксплуатационное управление Туркестанского военного округа. И так и пошел по расквартированию войск. Так подождите, вы больше, наверное, в части организационной занимались, нежели какими-то конкретными... Да. Вот, то есть у вас, наверное, больше люди, да, вы с людьми имели отношения, там, знаете их психологию. Ну, как бы да. Ну вот, а есть какие-нибудь интересные там моменты из вот профессионала, который умеет, ну, в какой-то мере управленец, да? Ведь какая-то... Ну, как я про себя говорю, у меня обе команда руки, была. обе левые, Сложности. и обе из задницы растут. И я ничего не умею делать в жизни, кроме как организовывать труд других людей. И все. Видите, как интересно. Я всю жизнь учил, Сейчас я вот всю жизнь с зададим лейтенанта организовывал труд других людей. А, кстати, в каком звании вы сейчас? В запасе, да? Полковник. Полковник, да? Ой, а я гражданский человек чисто, я просто немножко разбираюсь. А чтобы уйти в генералы, надо заканчивать академию, да? Там... После нашего образования не требуется. Считайте, что такое ваше образование? Ну, у нас, я закончил такое училище, она типа академии сразу. А не стали карьеру продолжать? То есть в полковниках остались, потому что остались, или... Нет. Я уволился. Так вышел, наверное, да, просто? Нет, я просто уволился в 42 года, как 25 лет отслужил. Уволился. Рано. И организовал свою строительную компанию. И все, и начал строить многоэтажки. Так вы, более того, не то, что вы организовывали что-то, вы еще и бизнесмен к тому же, получается? Немножко. Успешный? Вот сами можете себе сказать? 3 дома построил. Вполне.
Ну, высотки, да, какие-то? Или 16 это частные? этажей, по 6 подъездов каждый. А в каком городе? Одесса. В Одессе. Здорово. А вы чем занимаетесь? Интересно. Ну, то есть вы, можно сказать, А вы вы как бы, чем да. занимаетесь? А я, если так, А вы чем А занимаетесь? я профессиональный программист достаточно давно. Я программист профессиональный. Разработчик. То есть, если говорить о каких-то вычислительных системах, это вот моя тема. Я здесь обычный пользователь. Ну вот. Ну вот о чем я и разговариваю обычно, Обычно разговариваете. если так. Так это можно поговорить с гражданами своей страны. А вы зачем Украину выбрали? Что вам было интересно, какие вопросы вам были А я не выбирал. Я просто нажал на кнопку старт. Я фильтров никаких не ставил. А надо фильтры ставить? Нет, я не знаю, ставили вы фильтр или нет. Не, я ничего не ставил. Я, кстати, да. Вот вы программист. Скажите, пожалуйста, Да. чем вы гордитесь в вашей стране? Вот что ваша страна сделала такого, за 30 лет вашей независимости, что, хорошего для всего мира? Кроме войны, конечно, что начала войну в центре Европы. Слушайте, а вы там всех вот в чат-рулетке как бы по этим вопросам гоняете? Нет. Мне так и просто интересно. Не только по этим. Нет, не только по этим. Я многие вопросы задаю. Чем я горжусь своей страны? Да, чем вы гордитесь своей стране? Что ваша страна сделала такого хорошего для мира? За 30 лет существования. У вас контекст вопроса сразу как бы подразумевает. Что? Меня слышно? Да, конечно, сейчас слышно. Немножко слагало, но потом слышно стало. Вроде связь нормальная. Не, у вас, вы знаете, я уже в рулетке не то, что я сижу, но когда люди пытаются, я извиняюсь, немножко не напрямую буду отвечать, потому что ваш вопрос, очевидно, в контексте того, Чего? Что вот вас... попробуйте ответить напрямую. Что в этом сложного? Флаг у меня российский, вы хотите... Я говорю, сложно в том, что вы не готовы к этому ответу. Вы будете... Очень... что так? Вы знаете, вопрос это очевидный. А почему вы решили, что я не готов? Вопрос-то. Почему вы решили, что я не готов? Я не говорил, что вы не готовы. Только что вы сказали секунду назад, что я не готов к такому вашему ответу. Мне очень даже интересно послушать мнение программиста. Наверное, профессионального. Что хорошего сделала страна? Какой-то вопрос сейчас достаточно странный. А что мы плохого сделали? Давайте так. Что хорошего? Ты понимаешь, вопрос странный, да? Людей убивали. Людей убивали в Грузии. Людей убивали. Делали. Он состоит. Да, убивали. Что? Я говорю, людей убивали в разных странах. Вот. Начиная от Сирии, начиная от бывшего Советского Союза, Сирия, Украина, Грузия. Вы понесли какую-то методичку, правильно? Методичка, не методичка. Потащили теперь через разговор. Опровергните меня. Человек. Я с удовольствием послушаю ваше опровержение. А вы докажите, давайте с другой стороны. Почему я должен опровергать того, что я не знаю, а вы докажите того, что вы сейчас пытаетесь мне привести. Давайте с другой стороны подойдем. Вы даете обвинение. Мы убивали людей. Да, докажите. Грузия, да. Чечня, а как иначе-то? Чечня. Каких людей мы убивали? Все, заявление Кадырова-младшего. Вы убили 300 тысяч мирных жителей, включая 42 тысячи детей. А рядом стоял зам Володина. Это вы мне сейчас говорите. И даже слова не сказал. Кадырка, замолкни. Ага. Какие 300 тысяч жителей мы убили? Прекрасно. Видите, так и не сказал. И я вас спрашиваю, каких мы там убили? Ерунду вы несете какую-то, если честно. Заявление Кадырова-младшего доказательства? Это публичное. Это вы мне говорите. Это публичное заявление. Можете его... Я его не видел. Вы же программист. Возьмите заявление Кадырова о потерях в Чечне и послушайте. Показывайте. Показывайте сейчас. Вот иногда как я вам покажу? Я им не покажу. Если хотите, ссылку я дайте на компьютере.
Я на компьютере. Я вам сказал, наберите. Форму, не Я, знаю, я вам подсказываю. Да я не буду путь. набирать. А, слушайте. не хотите, И боитесь. зачем мне это надо? Боитесь услышать. Ну, Я ладно, ничего не хорошо. боюсь. А зачем Да, тогда? вы Всё. очередной просто-напросто несете какую-то ерунду, как Все, всегда. все. А как вы думаете, сколько ваших, например, солдат погибло на российско-украинской войне? Вот ваше мнение. Зачем мне об этом думать? Мнение должно быть это обоснованное. Для того, чтобы это мнение высказывать, надо знать точные цифры и вообще в этом Давайте я сошлюсь на президента Что вы Соединенных мне сейчас Штатов, скажете? Это на будет обычный которого треп. работает как Центральное разведывательное управление. А на Центральное разведывательное управление Слушайте, работает я значительная понял. часть Вам на ваших пенсии больше делать нечего, да? генералов. И куда ж ты делся? Вот это мой именной пистолет. Единственный чеченец или первый чеченец, который получил от ФСБ именной пистолет от директора ФСБ России. Пускай выберут другую арену для разборок. Мы будем созидать. Как дела? Как на войне. Вы на войне, что ли? Ну, у нас война в стране. Можете себе представить. По вам не скажешь. А как по мне должно быть видно? Обстановка, по крайней мере, минимум. Я дома. Я тоже. А где война-то у вас? На фронте. А вы где? Дома. В тылу? Я в тылу, да. Я волонтер. Помогаю армии. Взаимно. То же самое. А почему вы оккупантам помогаете? Это же обычные мерзавцы, негодяи, убийцы. Почему? Я не знаю почему. Вы с нами Не, встали. ну, Я не знаю, обосновать. Вы пришли убивать украинцев в чужую страну. Напали, стали оккупантами, фашистами, мерзавцами, негодяями. Понимаете, я жертва советской пропаганды. Мне еще в советской школе меня учили. Те, кто нападает на чужие страны, варвары, фашисты, мерзавцы и моральные уроды. Я ничего с собой поделать не могу. Вот так меня воспитали. Я могу сейчас Да, сказать, нет? конечно. А Донецк и Луганск это ваша была страна, нет? Конечно, наша. Которую вы пришли и начали уничтожать. Нет, подожди. Конечно, наша. А вы зачем их бомбить начали? Кого бомбить начали? А почему Ну, Харьков Луганск. не бомбили? А Не, что Запорожье Луганск, не Донецк. бомбили? Чем мы Винницу не бомбили? Нет, так ваш Порошенко Почему Львов был не бомбили? Почему Одессу не бомбили? Порошенко был у вас президентом? Да, конечно. Ну, он что сказал? А что он сказал? Ну, Луганск, Донецк не будут жить с нами в общем государстве. Такого не заявлял, вы лжете. А что сказал? Как только стал Порошенко президентом, первый он сделал огромную ошибку, реальную. Он заявил, даю 10 дней. Все оружие, которое есть на руках незаконное, сдать в милицию. И садимся, начинаем договариваться. Как только он это сказал, россияне ввели бронетехнику. И, соответственно, эти все слова повисли в воздухе. Все. Ну то есть, кого вы там уебали снарядами до этого, это нормально, да? До того, как он сказал. А он в мае. А вы напали на Донецкую и Луганскую область 12 апреля. Вы напали, В смысле, да. в мае и в апреле? Да, Это как? вы напали 12 апреля, а то мы объявили 14 апреля против вас. То есть вы в Луганск до этого не стреляли? Конечно, нет. Ну, извините, что мы такие плохие. Ну, так. Но до этого вы напали на Украину вообще еще 20 февраля. Как вы думаете, зачем вы напали? Ведь до этого у нас были очень, кстати, неплохие отношения. Ну, наверное, потому что вам дали все в аренду, а вы все проебали, нет? А кто нам дал в аренду? И что нам дали? Что мы Советский Союз. Советский Союз дал нам в аренду? Да. Каким А образом? Украина что было? Каким Украиной? образом? При Советском Союзе что было Украиной? Государство. Какое? Обычное. Что в нее входило? Союзное Какие государство. города какие в нее входили? Все перечислили города? Да, Сейчас. Одесса не входила. А куда в Одесса входила? Донецк не входил. Куда она Ну, входила? вам показать видео? Не-не-не, подождите, куда она входила? Не надо мне видео показывать. Просто скажите, куда она входила? Ну, не в состав Украины, а входил в состав СССР. Нет, не входила. А куда она входила? В состав Украины. То есть это было все Украины. Ну, да. В натуре? Хотите вот сами это прочитать? Где это написано? В смысле, где написано? Вот где это написано? Я вам сейчас скажу, где написано. Вы на компьютере находитесь или на телефоне? На телефоне. А вообще у А Украины... еще есть у вас телефон один? То есть у вас
Нет, то есть Украина это вообще прям старая-старая вещь, да? Ну, конечно. Понял. Смотрите, в Украине была конституция. Угу. И в этой конституции было, в любой, и у вас прописано, кстати, в Российской Федерации, было все прописано, что туда входит. И в Украинской ССР было все туда входит. В Узбекской ССР было все, А что какие ж вы области входят. памятники-то уничтожаете, писателей всех и Мы храмы? хотим книг? уничтожаем. Это же наши памятники. Что хотим, то и делаем. Ну вот поэтому у вас и разъебывают. Потому что вы самодуры, самоделы. Стоп. Одну секунду. Памятники мы начали. Вы кого православные? Памятники. Подожди, я скажу тебе. Нет, для про вас памятники. Бандера это герой. Про памятники. Бандера герой. Сейчас мы к Бандере вернемся. Про памятники. Нет, герой. Про памятники. Сейчас Ну. мы вернемся к Бандере. Про памятники. Скажи, пожалуйста, почему в Советском Союзе все памятники Сталину убрали? Все. До единого. Не до единого. Один оставили в горе, там, где он родился. Маленький бюст стоял. Достаточно, а что? Почему в Советском Союзе убрали все памятники Сталину? А вы писателей-то зачем убираете? Сейчас к писателю вернемся. Сначала про Сталина. Да к вам возвращаться, знаете, Скажи, сколько? пожалуйста, почему в Советском Союзе убрали все памятники Сталину? А где он стоял, памятник Сталина? По всему Советскому Союзу. В Армении стоял памятник 54 метра в высоту Сталину. Ну, это же ненормально. Так поставили же. Огромные деньги на это тратили. Ну и что? А почему убрали? Тратили при Почему ком? При убрали? нем? Тратили при нем? Почему убрали? Ну, в смысле? Почему убрали Вы памятники президентом Сталину? танцуете, вы президентом... Почему Сталину убрали памятники? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сейчас попросит По памятник, твоему поставить. личному мнению, почему убрали памятники Сталину? Вот твоему личному мнению, почему? Он при нем был построен? Да, при нем, при Сталине. Ну, А Когда человек- после смерти Сталина убрали? После 20-го я тебе съезда? объясняю. После 20-го Как- съезда. Когда человек становится президентом или чем-то руководящей деятельностью, если он при жизни ставит памятник, это плохо закончится. А Ленину почему памятники до сих пор не сняли? Ленину же остались памятники, а Сталину сняли. Почему? А ты хочешь меня что, за историю зацепить? Не за историю, твое личное мнение. Почему Ну, это же я не Ленину знаю, по всему я не могу Советскому знать Союзу всё. натыканы были эти бетонные надолбы, а Сталина, кстати, иной раз художественные памятники, а иной раз действительно надолбы такие же бетонные Ладно, я поснимали. понял. Почему? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что Сталин был такой же упырь, как и Ленин, один в один. А вы в Бога верите? Я агностик, нет. Я продукт советской воспитания. В советском воспитании Бога не было. Поэтому, Коммунист, короче. еще раз говорю, нет, я коммунистом тоже не был. А то, что у вас там Что? поносят эти церкви и христианские ценности, это нормально? Наоборот, у нас христианские ценности все в порядке. Ну как, у вас там диджеи играют, клубы устраивают, вечеринки? Где у нас? Это только в клубах, которые Московский патриархат, церквях. Это же у вас в Московском патриархате Николай Кровавый Святой. То есть вы делите... Я еще раз говорю, Николай, Вы церковь а вы делите, сейчас и ставите иконы, на икону рисуете Путина. У вас, Это где? Это где? найти икону с этим Путиным? Где? Щас. Нет, в какой церкви она стоит? Московского патриархата. А где это находится? Сейчас покажу. Секунду. Ну, Московский патриархат, где церковь находится? Ну, хрен его знает, где ваша фашистская церковь находится. Понятно. Ты, короче... Не, сейчас я тебе покажу. Секунду. Давай, я тебе могу пожелать только орешек. Подожди. Куда ж ты это, а? Куда ж ты дергаешь?